Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Лены во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, активнее жмите на лайки. Говорят, что лайки продвигают видео. Лена говорит нам, что завтраки больше нам не покажет. Думаю, ну это и к лучшему. Будем меньше смотреть, что они там едят, как они там едят. Ведь наблюдать за тем, как Лена ест, это, да, это отдельное испытание. И наблюдать за тем, как мама ее неправильно держит столовые приборы, в частности вилку, конечно, да, лучше это не видеть. Ну а Лена с мамой, несмотря на то, что была гроза и вроде как погода стала портиться, они решили пойти в дендрарий. Уплатили 150 рублей за вход, хотя, в принципе, если бы у мамы было при себе пенсионное удостоверение, была бы какая-то скидка для мамы. И вот они в дендрарии. Кстати говоря, они там в гордом одиночестве, если можно так сказать. Никого больше нет, никаких других посетителей. Ну, оно и понятно, холодно. И люди предпочитают воздержаться от подобных прогулок. Но Лена и мама не теряют оптимизма, и ходят они по этому дендрарию, рассматривают деревья, какие-то пруды. Ну, а Лена идет впереди, мама плетется сзади. Причем бывают такие моменты, что маму в принципе не видно. То есть Лена собой закрывает, если не весь экран, то пол экрана точно. Я не думаю, что маме этот момент очень приятен. Но делать нечего, она вынуждена уже наслаждаться тем, что есть. И делать вид, что так оно и должно быть. Что она очень довольна, что у нее именно такая дочь, какая есть. Ну, в общем, да. Мама старается сделать лимонад из лимона. Белочку Лена увидела. Какая-то там белка бегала по дороге. И Лена заявляет, Лена белку поймала. Ну вот сама про себя такое говорит. Ну вот для чего она это говорит? Это просто лишний повод для обсуждения. Ну вот согласитесь. Можно же двояко это все дело понять. Тем более Лена не сказала, что она поймала ее в кадр. Да, вот если бы Лена сказала, я в кадр поймала белку, то да. А так просто Лена белку поймала. Ну, да. Слов нет. Мама шла и остановилась у какого-то дерева. Просто остановилась и замерла, молча. Лена говорит, что, мама, фото? Та говорит, да. Лена говорит, ну тут фонари как-то вот перед тобой будут стоять. Они вообще тебя не смущают? Нет, говорит. Ой, очень как-то странно общаются Лена и мама. Очень странно. Как будто бы Лена не могла отойти так, чтобы этих фонарей не было в кадре. Могла отойти, да, с другого ракурса снять это дерево и маму под этим деревом. Ну и мама тоже как-то могла бы иначе сказать, да, дать понять, что вот она хочет, чтобы Лена сделала фото. А не так идти и вдруг остановиться. Принять соответствующую позу. Хотя никакой позы не было принято. Просто мама подошла к дереву и встала. А Лена должна была догадаться, что хочет мама. Странные взаимоотношения. Гуляют они дальше по этому дендрарию и увидели лебедей. Лебеди, два белых, один черный. Лену так они впечатлили, так Лена прониклась этими лебедями, что говорит, вот даже самый большой торт ее не так радует, как природа и птицы. Ну и животные и прочие представители фауны, да. И вы знаете, Лена удовольствие измеряет едой. Да, она же так и сказала. Вот даже самый большой торт ее не так сильно радует, как что-то там, да. Представляете, для Лены главное удовольствие в жизни это еда. Но желательно, если это будет какой-нибудь торт, если это будет что-то из кондитерских изделий. Но дальше я поняла, что в принципе Лена правильно сказала, что она поймала белочку, да. Знаете почему? Потому как когда Лена увидела лебедей на озере, она говорит, вот, эти два лебедя, или там 3 лебедя на озере, они вот отдельно, а этот лебедь в заграждении специальном, этот лебедь беременный. Беременный лебедь. Вообще, как он? Лебедь, во-первых, это он, да, и беременный. Во-вторых, как лебедь может быть беременным? Это ж птица. Птицы, но они не живородящие. Вот. Но, видите, Лена считает, что все-таки это возможно, да. Беременный лебедь, это, да, конечно, меня поразило. А потом Лена пошла еще дальше. И говорит, не зря этого беременного лебедя отдельно содержат. Это клетка для родов. Я когда это услышала, думаю, да, белочка где-то рядом. Лена права, она поймала белочку.
достаточно большую. И вы знаете, мне очень понравилось, как написала моя зрительница, которая присоединилась к телеграм-чату, посвященному Лене. Кстати говоря, ссылочка в описании, если есть желание, присоединяйтесь. Так вот, эта зрительница написала: теперь все понятно, почему яйца подорожали. Птицы теперь не несутся, а беременеют и рожают в специальных домиках, а потом грудью выкармливают. Вот так и появился дефицит яиц. Вот так тайна раскрыта. И все это благодаря Лене. А потом Лена добавила так, чтобы добить, наверное, своего зрителя. Говорит: лебедь не только плавает, но и ходит, и лежит. Во как, лежит. Но, по-моему, все-таки это не Лена сказала про то, что лебедь лежит. По-моему, это говорила уже мама. Но в любом случае, ни Лена маму не подправила, ни мама Лену не подправила. То есть обе они согласны с тем, что лебедь и любая другая птица, она может лежать. Да? Как-то странно изъясняются эти мама с дочкой. Лебедь сидит, лебедь ходит, лебедь плывет, лебедь летит. Но вот точно не лежит. Сели они в автобус, уже уехали из этого дендрария. И Лена берет интервью у мамы. Говорит: мама, у тебя есть стресс или тревога? Мама на нее смотрит и говорит: нет, у меня ни стресса, ни тревоги. А Лена делает умозаключение очередное. Говорит: петух снял весь стресс и всю тревогу. Ну, что сказать. Далее Лена замечает, что они, то есть она взяла и расписалась за маму, в отеле не любят находиться. Ну, нормально. А мама где предпочитает спать? На набережной на скамеечке или где? Или в парке на скамеечке? Или, может быть, мама выспалась в дендрарии на скамеечке? Я не понимаю. Ведь мама спит ежедневно, днем. Это ее распорядок дня, ее режим дня, дневной сон. Но видите, как выяснилось, не любят они сидеть в отеле. Маму, я так думаю, Лена даже не спросила. И вот думает Лена, стоит ли ей в Абхазию ехать или нет. И вроде как и хочется поехать, а вроде как и погода там не радует. И вроде бы мама особо тоже не отпускает. Да, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну, в общем, пока не знаем, поедет Лена в Абхазию, не поедет. А мама вообще решила, что им отдыхать тут 20 дней. Да, говорит, ну, мама, у нас еще 20 дней впереди. То есть мама такое ощущение, что вообще не знает, на сколько дней они приехали. Вот немного странно все, вы не замечаете? А возможно, у мамы одна путевка на свое количество дней, а у Лены другая путевка на другое количество дней. Может быть и так, кто же его знает-то? Может быть, мама правильно сказала, что она приехала на 20 дней, а Лена вот насколько приехала, настолько приехала. Все может быть. Пошли Лена и мама на рынок. И Лена учуяла запах сыра задолго до продуктовых каких-то рядов. Думаю, да, Лена, ты, наверное, смотрела в детстве мультяшный сериал про спасателей Чип и Дейл. Там был герой, которого звали Рокфор. Так вот он тоже сыр чувствовал за много километров. Так и Лена. И, кстати говоря, Рокфор был самый такой вот крупный из всех компаний. Очень, вы знаете, Лена тоже своими габаритами может напомнить этого самого мышонка Рокфора. И сыр чует за 3-9 земель, и объемы у нее такие же, формы. Наконец-то они попали на рынок, и Лена заявляет: в говядину попали, в свинину и в рыбу. Лена так и сказала. Она не сказала, что они попали в мясные ряды, нет. Или в рыбные ряды, нет. Они прям в говядину, как будто бы вляпались в говядину. В свинину и в рыбу прям так вляпались. Ой, ну а потом купили они хурму, купили они чурчхелу. И Лена заявляет, что они будут хряпать хурму вместо конфет вечером в номере. Это вот напомнить хочется, да, что они находятся в санатории, у них там диетическое питание. То есть сначала они хряпнут хурмы вместо конфет, они собирались конфеты есть. Представляете? Приехав в санаторий. А потом пойдут есть какие-то паровые котлетки. Какую-то капусточку брокколи пропаренную. Да?
Угу. Ну или цветную капусточку, что они там едят. Все такое диетическое. Угу. И что в итоге? Я вообще не знаю, для чего они ехали в санаторий. Могли бы просто в отель поехать. Но нет, они почему-то поехали в санаторий. Странно немного. Их образ жизни, ну, никак не вяжется с оздоравливающим образом жизни, который люди ведут в санаториях. Чай с чем-нибудь хочется Лене поточить, да, вечерами. Голодная Лена, вот сколько она ест, вот она нам показывала свои порции, да, вот сколько она там себе с этого шведского стола набирает. Ну, я не верю, что среднестатистический человек будет голоден после того, как он съест столько, сколько вот Лена показывает, да. Но Лена, видите, ей мало. Она приходит в номер, она голодная. И ей надо попить чай с чем-нибудь. Ну, или точить ей надо что-нибудь, как Лена выражается. То хряпать, то точить. Как Лена разговаривает, вообще не понимаю. Где она понабиралась этого всего? И даже, вы знаете, вот когда они были на рынке, они ножи купили специально для того, чтобы можно было бы хурму резать, что они там еще купили. Все, что купили на рынке. Ну, не знаю, насколько это правильно. Также они никогда не станут более здоровыми и не поймут они, что они были в санатории, ну и так далее. То есть никакого режима нет. Лена сбила режим мамы, я имею в виду дневной сон, да, и теперь вот режим питания тоже сбивается. Санаторий на то и санаторий, чтобы людям привить какие-то полезные привычки пищевые. Но видите, только не для Лены это правило справедливо. Пошли до набережной, гуляют они по набережной. И Лена изрекает, она обожает море в любом виде. Ну да, морешко главное, даже штормовое. Угу. Катер, говорит Лена, плывет. Думаю, Лен, катер вообще-то идет по морю, да? Но мама правильно подправила. Лена говорит, ходит катер по морю. Но в данном случае он идет, да? И моряки уходят в рейс. Они плывут в рейс. Я просто не знаю, как человек, закончивший МГУ, он может так говорить неправильно и вообще не знать элементарных каких-то вещей. И добило меня, понятное дело, то, что, оказывается, у людей есть стадный рефлекс, а не инстинкт. Я почему-то всегда считала, что стадный инстинкт или стадное чувство есть. А стадный рефлекс, я такое слышу впервые. И вот Лена говорит, все стоят на берегу, на набережной и наблюдают за штормом и смотрят, как волны накатывают на берег и делают какие-то такие вот фотографии интересные. Кто-то стоит наблюдает, кто-то наблюдает за теми, кто наблюдает. В общем, да. И Лена говорит, тот кто-то первый пришел, а все остальные сюда пришли. Потому как стадный рефлекс у людей. Да, Лена. Это называется инстинкт. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!